А вы знали, что есть каста людей, которые говорят, что смартфон, который подключен через кабель к HDMI вашего телевизора, может заменить ТВ-бокс, и он будет намного лучше. Но на самом деле, даже самый простой, самый дешевый ТВ-бокс, ну в данном случае сертифицированный за $40, рвет Galaxy S25 Ultra за, грубо говоря, 1500 евро. Как так? Да вот так вот. Давайте разбираться в сегодняшнем обзоре на канале Технозон. Сегодня даже и Google Pixel принес, чтобы показать, что подключение телефонов к телевизору это, ну, полная туфта. И сколько бы ни стоил смартфон, это вообще не имеет никакого значения. Поехали. В общем, да, смотрите, сейчас у меня подключен Xiaomi Mi Box. Вообще, для начала, я думаю, нужно подписаться. Нажать колокольчик. Ссылки на хорошие проверенные ТВ-боксы лежат в описании под видео, а мы с вами идем дальше. Дело в том, что какова идеология тех людей, которые говорят, что можно, например, взять вот такой вот переходничок с Type-C на HDMI, подключить к телевизору и смотреть. Начнем с телефонов, у которых нет Samsung DeX, и некоторые даже за это топят. И сразу откинем эту идею куда-то очень далеко, потому что любой телефон, который может дублировать экран, да, он это делает очень коряво. Ну, кроме Samsung. Это делает классно Samsung, либо некоторые андроиды, у которых есть ПК-режим. Давайте включим вход. Вот, пожалуйста, сейчас вот включилось у нас ведь дублирование, и вроде бы как можно смотреть чего-то. Да, действительно можно. Мы можем включить с вами обзор, допустим, мой, ну, сделаем чуть потише, он выводит звук. Как вы думаете, в каком разрешении? Вроде бы 1080p. Это вроде бы неплохо, но что делать с этими рамками? Да, и это, к сожалению, на большинстве смартфонов, которые поддерживают вывод через HDMI внешний, да, это будет именно так. При этом это будет вот так вот дублировать. И смартфон у вас в это время будет занят. То есть это чушь. Это будет касаться не только этого, это будет касаться и Netflix, и чего угодно. То есть мы сразу откидываем любые смартфоны, которые не имеют нечто подобного Samsung DeX. Давайте теперь подключим Samsung DeX и как бы попробуем из него сделать ТВ-бокс. Скажу сразу, Samsung Galaxy S24, S25 Ultra, они могут спокойно выводить даже 4К. Ой, а что у нас с разрешением? Он вывел полное разрешение 4096 на 2160. А как так? Да вот так вот. Дело в том, что он может выводить либо 1920 на 1080, либо мы можем через, кстати, 24 кадра он сделал и на основном экране переключил. Вы представляете, какая чушь у нас получилась? То есть он у нас начал вот так вот лагать. Сразу смотрите. То есть это вот такое вот гальмо получилось. Ладно, давайте дальше. Если кто-то думает, что у нас, ну сейчас он перезагрузится. Если кто-то думает, что через GoodLock в Samsung можно чего-то настроить на внешний HDMI, то, к сожалению, нет. Мы сейчас с вами попробуем чуть-чуть сделать... дело в том, что можно здесь использовать высокое разрешение, и как бы его можно теперь еще и отключить. Окей. Отключим, то есть 4К мы выключим, потому что, ну, вы поняли, он не включает телевизионный формат 3840 на 2160. Он включает 4096 на 2160. Но, к сожалению, телевизоры такого формата выпускают крайне редко. Это очень, к сожалению. И приходится нам, чтобы обеспечить полный экран использовать Full HD. Это во-первых. Но это тоже все фигня. Мы, конечно же, подключили сюда пульт, потому что мы же хотим его использовать как ТВ-бокс, да, за $40. Я вам сейчас покажу, почему так. И давайте, например, закроем. И всего лишь два маленьких примера, почему это не будет работать нормально. Я вам объясню. Мне достаточно запустить Netflix и пару тестовых роликов. Даже то, что Netflix будет воспроизводиться в полном экране, в конечном итоге, давайте мы сразу включаем Netflix, включаем мою, скажем так, учетную запись, развернем его на полный экран, нам, во-первых, мышка понадобится, либо использовать тач-панель, то мы в любом случае с вами не получим Netflix в максимальном качестве 4К Dolby Vision, либо хотя бы хоть что-нибудь там, какой-нибудь. У нас включается все тот же Full HD. Да. Он на смартфоне воспроизводит звук. Это тоже вообще еще тот вариант.
Но мы с вами получаем максимально Full HD. Не HDR, не HDR 10+, не автофреймрейта и ни о каком пространственном звуке, либо 5.1 звуке речь не идет. Если вы не знаете, что вот это такое, это аудио-видеоресивер, при подключении к которому любого ТВ-бокса через HDMI, либо через оптический выход можно получить звук на 5, на 6, на 7+1 колонок, в зависимости от ТВ-бокса и от вашего ресивера. И можно получить объемный пространственный звук, многоканальный. Здесь вы этого не получите. И получается, что вы имеете вроде бы как... опа, что-то выключилось, что-то переключилось. Имеете вроде бы как нормальный телефон за 1500 евро, который не может воспроизводить фильмы, как... давайте мы сейчас попробуем. Как ТВ-бокс за 40. Я вам сейчас покажу, как это делает ТВ-бокс за 40 баксов. Как теперь вот это должен выключить вот этот вот трешачок? Где? Какой эскейп? О, все, вроде бы этот. И давайте сейчас еще последний момент. Мы с внешнего USB диска фактически воспроизведем какой-нибудь файлик, ну, HDR10, например. Вот, LG New York HDR. И посмотрим, как он будет работать. Он вообще включится? Ага, включится. Через внутренний видеоплеер, они же там под него чего-то там сделали, и он воспроизведется. Но он будет, а ну, смотрите, он будет в SDR режиме Full HD и не самого лучшего качества. Теперь смотрите, при этом еще с этой полоской долбанутой, как его теперь смотреть. Вы поняли, да, суть? А теперь, что мы делаем? Мы отключаем вот эту штуку. Мы включаем вот этот же тестовый файлик в TV-Box. Это вот, кстати, чтобы закрыть спор, что все-таки там какой-то там любой смартфон с HDMI справится лучше. $40. Мы идем сразу с вами, давайте, в Netflix. Просто элементарно в Netflix. Выбираем тот же самый, сразу качество даже заставки посмотрите. Давайте, тот же самый какой-нибудь фильм, там, «Нулевой день». Dolby Vision и Dolby Atmos. Dolby Vision в 4К 3840 на 2160. Если я включу его, и мы будем видеть максимально возможное качество. При этом на ТВ-боксах зачастую работает еще такая штука, как автофреймрейт, потому что фильмы пишутся в 24 кадра, а смартфон выводит постоянно 60, как и некоторые ТВ-боксы, но на ТВ-боксах это все решается элементарным управлением раскадровки, вообще элементарно. Любое приложение типа TV Quick Action, возможно, может это исправить. Теперь давайте пойдем элементарно в ютубчик. Давайте, вот вам просто, почему это лучше. И при подключении его к ресиверу я получу еще 5.1 звук. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, любой DTS могу получить. Давайте мы пойдем в библиотеку в подписочке, выберем мой тестовый ролик. Вот, давайте, Magic Forest 4K. Лично я снимал. И он здесь будет идти у вас с HDR. Давайте, смотрите. Сейчас HDR, смотрите. 4К HDR, статистику для сисадминов. И мы смотрим. VP9.2, 0 дропов, 4К, 3840 на 2160 на 60 кадров. Идеально. И то же самое мы можем сделать с любым тестовым роликом, любой фильм с внешнего носителя. И, кстати, здесь же не только, допустим, вариант того, что вы воспроизводите то, что вы подсунули. Вы можете воспроизводить онлайн с разных сервисов. Вы даже торренты онлайн можете смотреть. Теперь смотрите, открываем нашу загрузочку, наш тон. Смотрите, открываем тот же самый LG New York 4K. Давайте откроем его с помощью какого-нибудь плеера. И откроем его, ну, например, я не знаю, давайте с помощью Vimeo Media Player. Вообще не важно, какой плеер. Абсолютно. Ждем. И здесь это уже с HDR. Вы посмотрите на это качество. Вы посмотрите на эту красоту. О чем мы можем с вами говорить? Какой нафиг смартфон за 1500 евро может сравниться с ТВ-боксом за $40 воспроизведения контента? Да никакой. Вы можете доказать, докажите, попробуйте. Напишите в комментариях. Только перед этим подпишитесь, потому что буду удалять комментарии неподписанных людей. Шучу. Пишите в комментариях, какой смартфон
сможет реально заменить. Да, если смотреть на самом смартфоне, то вы, может быть, увидите какой-то Dolby Vision экран, HDR10 Plus экран, или HDR10 экран, или еще лучше, как там пишут, Dolby Atmos. Не, это не про Dolby Atmos, это про маркетинг. А вот это вот про кино. Так что с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.